Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии. Просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите добрые, искренние слова поддержки. Тема сегодняшнего расклада. Что он говорит за твоей спиной? Собственно, что он о вас говорит, да, за вашей спиной? Лицо в лицо мы видим только то, что нам позволяют увидеть. Но что происходит, когда вы выходите за дверь? За вашей спиной рождаются слова, которые он никогда не решится произнести вам в глаза. Кто-то называет это сплетнями, а кто-то попыткой разобраться в себе. Но прямо сейчас в его окружении формируется определенное мнение о вас, продиктованное его словами. Он может выставлять вас виноватой или, наоборот, превозносить до небес, скрывая это за грубостью. О чем он шепчется с друзьями? Какая ваша черта не дает ему покоя, заставляя снова и снова начинать этот разговор о вас? Сейчас мы узнаем правду, которую он так тщательно прячет. Советую досмотреть до конца. Помимо совета карт в конце, также будет совет психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Итак, я, наверное, сейчас сделаю сигнификацию этого мужчины, да, на которого вы хотите этот расклад посмотреть. Посмотреть. Какой он, этот мужчина? Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса. Назовите его имя. Какой он, этот мужчина? Ух ты, он тут в предвкушении чего-то прекрасного, нового. Ага. При этом глазки завязаны, как будто бы особо и не верит, честно говоря. Предвкушает, надеется, но уже особо не верит. Сейчас я уточню, о чем это. Какой этот мужчина? Какой он? Ух, бог ты мой. Рядышком с ним очень много женщин. Но у него странные какие-то эмоции по поводу женщин. То ли он их боится уже. Страхи. Рядом женщины. Множество. Так, и рядышком карта верности. Интересные карты. Так и хочется сказать. Не виноватая я, он сам пришел. Только это должно быть в его исполнении, как будто бы он кричит. Не виноват я, они сами ко мне пристают. Угу. Так, он у меня идет по карте принц. Такие странные сочетания вообще-то. Принц ресурсный, интересный, для многих лакомый кусочек. Вот эта карта говорит о том, что, скорее всего, он может быть даже не свободен. Что-то тут какая-то заковырка по поводу верности. Это о чем? Девочки, сейчас он почему-то от этих женщин, которые его окружают, он от них закрывается. Вполне возможно, даже пострадал в свое время. Может, от флирта какого-то, от внимания женщин. Может, в каком-то коллективе женском, да? Ну, тут что-то такое показано. Сейчас он защищается. А может защищать свою семью, свою личную жизнь, опять, от вмешательства этих женщин, от их интереса. Опять-таки, девочки, тут вот он в свое время, карта доступность, вполне возможно, соблазнялся на какие-то предложения, тут женщины ему делали. Ну и карта карма, он за это поплатился уже. Уже был такой инцидент. Сейчас, скорее всего, знаете, если мужчина, особенно не особо молодой уже, может быть, начал дорожить вот там, то ли своим семейным положением, то ли, если есть какая-то женщина, которая для него, опять-таки, дорога, он, может быть, ее защищает, их союз защищает. У кого-то и так даже может проиграться. В принципе, как будто бы ему сейчас хочется держаться от этих всех женщин подальше. Уже не знаю, в монахи он, в отшельники пошел. Да нифига он не пошел. Огонь. Есть еще огонь. Это порох в пороховницах. Но очень боится каких-то предательств, очень боится того, что даже какие-то истории, может, всплывут. Поэтому, скорее всего, не рискует. Не хотелось бы ему. Ну, тут как-то так. Человек уже заплатил какую-то тут довольно-таки высокую цену за то, что в прошлом мог был довольно таким увлекающимся, давайте назовем это так. Карта крест. Несет крест, уже расплату он за это несет. Может, отношения уже с какой-то женщиной испорчены.
Может, не нашел то, чего искал, и потерял то, что имел. Тут тоже так может быть. Как будто бы уже совершенный какой-то поступок. Тут разочарование идет. Ну, давайте так, по принцу все равно это высокое. Тут его в конце идет тут, как оценка. То есть он может быть ресурсным, интересным, может быть... Опять-таки у него какие-то тут... Хотела сказать, награды, регалии, да. В принципе, мужчина, который добился чего-то, да, прикладывал усилия, добился. Такое. Так, вот тут не могу понять, о чем это, чего он тут ждет, но при этом ждет, но глаза завязаны, никак не может получить желаемое. У кого-то это рост по карьерной лестнице, какие-то перспективы развития. Как будто бы вот эта вот лестница вверх. Очень часто для мужчины это проигрывается как там квантовый скачок в карьере. Какие-то мечты вот есть, реализация. Вот он как будто бы вот все надеется, но пока глазки завязаны, как будто бы конкретно он этого не видит. Как это сделать сейчас. Хотя тут довольно-таки амбициозный мужчина. Тут вот зеркало. Карта шабаш. Повторюсь, мужчина, может быть, искал ту самую. Тут рядом, причем были женщины желающие, да, разделить с ним радость бытия. По карте шабаш его вполне возможно, вот как штормило в разные стороны, могло бросать. Ну, а потом как будто произошло что-то, и карта лед, заморозка, все. Я уже не знаю, то ли он в каждой второй, третьей искал тот самый идеал какой-то, свою вторую половинку. Тут что-то какая-то история такая, как будто бы, ну, скорее всего, карта Эрос искал сексуальных приключений. Даже не знаю, как его еще характеризовать, этого мужчину. Ну, давайте так. Для многих женщин, он является той самой желанной второй половинкой. Вот он может как-то так то ли настраиваться, подстраиваться, то ли он действительно такой ресурсный, интересный и отвечает многим запросам, да, женским, да, универсальный какой-то. Тут какой-то нюанс есть такой. Какой он еще? Это у него разбитое сердце. Это он разбивает женские сердца, а у него сердечко, а у него разбитое сердечко, а у него вообще муть какая-то в голове, туман, неопределенность, карта. Вот эту карту я буду, скорее всего, он наблюдает за какой-то женщиной, и с этой женщиной история мутная, непонятная для него. Он многим женщинам тут сердца разбил уже. Даже не знаю, чего вам еще про него рассказать. Вполне возможно, в его жизни присутствует постоянная какая-то женщина по карте княгиня. Ну да, у кого-то тут урожай, я спросила семейное положение, скорее всего, и женат. И детки могут быть. Но для него это как наказание. Уже не знаю почему. Ух ты, потому как в семейной жизни его призывают по святая вода и наказание отказаться от этих каких-то тут, может быть, увлечений на стороне, поисков идеальной женщины, идеальной второй половинки. Знаете, как будто бы, ну ты же выбрал уже женщину, женился, да, детки, допустим. Ну успокойся, ну да, ну, а нет, тут как будто бы он в одно время метался, что искал. В общем, тут какой-то такой фигара тут, фигара там. Какой-то, не знаю, что он мятежный ищет в буре, да, что такое, короче, как будто бы он мятежный и искал что-то. Ладно, успокоение, так и хочется его этим какие-то кадилом по башке стукнуть, сказать, успокойся, ты же вроде определился. Так, ладно, о чем это? Сплетни какие-то. Ну, неудивительно, его окружают множество сплетен, причем эти сплетни касаются его, может быть, времяпровождения, его каких-то, у кого-то это покупки, его какие-то сплетни по поводу его тут какого-то комфортного образа жизни. Может быть, знаете, он даже, не то, что там он пускает пыль в глаза, но там с кем-то делится там информация по поводу своих покупок. У кого-то там покупки, знаете, моду грандиозные, там какая-то вилла в
Простоквашино, да, у кого-то это там недвижимость, да, опять-таки, у кого-то это там автомобиль, у кого-то это отдых там какой-то там супер, я не знаю, навороченный. Как будто бы вот это вот все новости по поводу него, они тут сплетнями обрастают. И отчасти он еще более желанным становится, знаете, таким вот для многих женщин. Ну, ресурсным, интересным, желанным. Я не знаю, тут какая-то такая подоплека есть. Такая сигнификация этого мужчины. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим, что он говорит о тебе за твоей спиной. Общий тон разговора. Он позитивный, негативный о вас, или он защищается, там, защитный, да, какой-то тон разговора. Говорит, не виноватый я, это она все. Так, о чем именно он рассказывает? О вашем характере, внешности или о ваших конфликтах? Кому он это говорит? И как эти люди на вас смотрят после его слов? Как на богиню. Так, истинное отношение, да? Как его слова за спиной коррелируют с его реальными чувствами в сердце. Посмотрим, может есть какой-то диссонанс. Говорит одно, испытывает абсолютно другое, да? А делает третье. Так, совет. Как тебе себя вести, зная эту прекрасную информацию? Не знаю, что-то карта перевернулась. Так, девочки, вот так вот. Карты. Смотрим, что говорит, ох ты, за вашей спиной. Мужчина с мечом какой-то выскочил. Позитивный, негативный или защитный тон разговора. Что он тут за вашей спиной о вас говорит? Что именно он рассказывает? О вашем характере, внешности или о каких-то конфликтах с вами? Или говорит, что вы там сварливая? Хотела сказать, ладно, не буду говорить. Ладно. Ведьма ведающая, сварливая, да? Так, кому он это говорит? И как эти прекрасные люди потом смотрят на вас после его слов? Так, как его слова за спиной коррелируют с его реальными чувствами в сердце? То есть его истинное отношение к вам. И совет, как себя вести, зная эту информацию. Так, первое. Общий тон разговора. Что он говорит? Общий тон. Позитивный, негативный, защитный. А тут время от времени он меняется. Ну, такой. Как будто бы вы занимаете... Тут занимаете особую, если можно сказать, какую-то ячейку, место вот среди всех разговоров. Тут такое какое-то вот, когда, может быть, заговаривают больше о смысле жизни, о людях, которые приходят в жизнь не просто так. Тут у меня такое ощущение, он с каждым первым встречным о вас не разговаривает. Нет, тут такое, как будто бы должно быть какая-то почва перед этим. То ли философские какие-то беседы, то ли с какими-то людьми, которые он уже доверяет длительное время. Тут, скорее всего, даже он пару слов может сказать о вас, и он сразу закрывается. Тут защита закрывается. Компас, как будто бы его перед этим нужно разговорить. Я не говорю напоить, да, ну вот как будто бы разговорить. И время от времени вот по этому компасу, ну что мне тут тоже как будто бы оно как колесо фортуны похоже. Вот время от времени он возвращается к этому разговору. Общий тон разговора тут скорее философский такой какой-то. Тут скорее всего еще по поводу того, что нет людей, которые, знаете, не то, что не важны в нашей жизни, а хотела сказать как-то это правильно, по поводу того, что нет ничего случайного в нашей жизни. Вот, скорее всего, вот так вот даже вот.
Почему-то мне так идет. Так, позитивный, негативный, защитный. Ух ты, ух ты. Но опять-таки мне идет это разговор какой-то такой, знаете, как с горечью чуть-чуть. О чем это? О том, что подарок дальше, карта иглы в сердце и остуда. История о том, что могло все начинаться, завязываться, как подарок небес, шанс какой-то. Настолько феерично все, настолько все было волшебно и сулило какие-то райские наслаждения, впечатления, перспективы, а потом вот как вот это как тупая игла в сердце, это все. И карта остуда, как разошлись пути. Это бы он даже сам до конца не понял, как это все произошло, и все. А теперь такое, как не то что послевкусие, а горечь, осадок, разочарование. То есть тут с одной стороны позитив, это по поводу того, как все начиналось, а потом печаль от того, как все закончилось. Вот так вот идет. И по поводу защитный, ну, может быть, да, ну, не негативный, но и не позитивный, можно сказать. При этом защищается. Вот каждое лишнее слово, неудачно какое-то оброненное слово или какой-то вопрос, и он тут же схлопывается, закрывается. Лишнее, о вас вообще как будто бы мало информации он выдает. Вот как-то так. При этом четкое понимание того, что вы в его жизни не зря встретились, вы должны были встретиться. Вот так вот. Так, я бы хотела сказать, даже тут у кого-то прям звучат слова, как судьбоносная встреча. Встреча, которая поменяла меня. Может быть, женщина, которая изменила, на мой взгляд, на многие вещи, да, вот как-то так. Так, конкретные слова. О чем именно рассказывает? О вашем характере, внешности или ваших конфликтах. Вау! О, бог ты мой! О чем это? Бог ты мой! Фух, аж прям плохо стало. Так, может рассказывать о том, что насколько вы страстная, привлекательная, при этом как это все в один момент могло измениться, отношение к вам, причем тут еще какие-то сплетни, карта грязь, и это в конце карта крест, как будто бы опять-таки такое вот прям складывается впечатление, как будто бы он может говорить, как все начиналось, как могло все, к чему могло все привести, почему все так пошло через 5-ю точку. Вот прям вот так вот, девочки. Я не говорю, что он тут прям в себя, вас винит. Ну, тут какое-то недоумение и констатация того, что, блин, как в никуда. При этом изначально даже тут барышня сидит на этой жердочке, неустойчивое положение, карта страсть. Вполне возможно, мужчина какое-то время даже присматривался к вам и не знал, как к вам подойти, как к вам подступиться. Вы для него привлекательна, страстная, и он может быть, знаете, и хочется, и колется. Вот тут вот у кого-то, если он еще и не свободен, то тут вообще, знаете, такая задачка со звездочкой. Как это все, как протянуть руку к вам дотронуться, при этом, дабы ничего за этим не последовало опасного. Вот поэтому, может быть, тут и грязь, и свинью подложили, вот так вот все не случилось, не сложилось, так как он хотел. При этом сплетни, вокруг него много сплетен. Если там еще мы смотрели, вокруг него много женщин, то женщины, сами вы понимаете, тут и зависть женская, и ревность, и желание испортить жизнь, если это соперничество. При этом такой, как будто бы может говорить изначально, как будто бы изначально не то, что не судьба это, или может быть трудно реализуемый какой-то формат взаимоотношений, или отношения, которые порицаемые в социуме, да. Тут вот что-то такое вот о вашей характере. Может рассказывать о вашем каком-то характере, да, кстати. По поводу внешности ничего не могу. Просто вижу, что может рассказывать о том, как его к вам тянуло.
Вот, и в сексуальном плане. Вот вы для него привлекательны, страстная, желанная. И все пошло совсем не так, как он хотел. Может быть, да, о каких-то конфликтах, может быть, о каких-то поступках, которые по факту привели вот тут карта крест, это скорее как какое-то разочарование. Уже все, точки расставлены, назад не отмотаешь, и все как-то так. Прям хочется так развести руки и сказать, ну и к чему оно все, ну как-то так все могло бы быть, и вообще не случилось, не получилось. Угу. Что-то тут такое. Плюс осуждение вот каких-то тут людей еще. Желание сплетни распускать по поводу вас. Так, кому он это говорит и как эти люди на вас смотрят после его слов? Страхи, боль, луна. Луна, свобода, звезды, ящик Пандоры, правосудие. А я вам скажу, кому он рассказывает. Он рассказывает, тут большая вероятность того, что может рассказывать своим каким-то друзьям. Друзья, кстати, женаты. Это могут быть разговоры, когда друзья размышляют по поводу, знаете, плюсы, минусы союза брака с кем-либо. Правосудие, и тут карта свобода с этой стороны. Могут, типа, некоторые говорить о том, что, в принципе, да, может быть, в браке, в союзе, вот эта бытовуха заедает, хотелось бы, может быть, острых ощущений. На время от времени почувствовать себя вновь свободным, по карте ящик Пандоры. Искушение какое-то, соблазн. Вот хотелось бы это. И карта звезда, ну это как мечта какая-то. И, кстати, люди после вот этих его разговоров на вас смотрят, скорее всего, мужчины, на вас смотрят с интересом. А вы для них привлекательны. Им также хочется, допустим, прикоснуться к вам и по ящику Пандоры заглянуть, что ж там внутри, в этом сундучке. Что ж там за искушение такое. При этом, как они смотрят на вас. Знаете, тут у многих, ну, не буду говорить многих, скажем так, может быть, вот одному или двум своим друзьям, то, скорее всего, близкие друзья, он может это рассказывать. Причем я вижу, эти люди, они несчастливы в личной жизни. Поэтому эти разговоры и происходят. Поэтому, скорее всего, тут идет понимание того, что насколько вы для него привлекательны были, и тут такое какое-то. Но эти люди, они при том, что они мечтают, это карта звезда, как мечта о свободе. Но это все свобода такая, знаете, по луне, это где-то так супруга не узнала, социум тоже не узнал, чтобы не было какого-то порицания, неодобрения, да. Тут какая-то боль уже накопленная, может быть, претензии. Тут вряд ли он это рассказывает человеку, который счастлив в семейной жизни. Вот у него счастья в личных каких-то взаимоотношениях нет. Тут какой-то душе он такой тоже, как и он, мечущийся, жаждущий приключений и свободы. Он это все рассказывает. Ой. Ну, как на вас смотрят? На вас смотрят как на привлекательную женщину, которая так и осталась где-то загадкой, тайной, нераскрытой. Как на ящик Пандоры на вас смотрят. Вот, что хотите, то и думайте. Истинные отношения, как его слова за спиной коррелируют с его реальными чувствами в сердце. Ну вот первым мне сразу вышел любовный треугольник. То есть уже истинные отношения. Так, при наличии какой-то женщины еще вас вот эти вот какие-то сети, тут паучок расставляет, да, заполучить. При этом желание наблюдать за вами, не терять вас с радаров. Так, ух ты, слон — это забота. Карта Эрос опять у меня вышел. Это уже. И наряду с этим карта якорь. Девочки, ну тут прям классика. Тянет, влечет, при том, что стабильность свою я не готов терять, карта якорь. Это материалка, стабильность, это зона комфорта. При этом к тебе тянет, влечет, карта Эрос. Хотелось бы тебя в такие объятия заключить.
При этом карта слон — это забота, защита, не знаю. Я даже не хочу сильно уточнять, девочки, готов ли он вам это все давать. Скорее всего, он подглядывает за вами и смотрит, дает ли вам кто-то эту заботу, защиту или нет. Тут может быть ревность, это все сюда. И первые карты вы уже увидели, истинные отношения. 2 женщины, 1 мужчина. Не готов терять ни одну, ни вторую. Тебя готов вот эти вот расставлять эти силочки в эту паутину. Хочу тебя заполучить. Приглядываю за тобой. Привлекательно. Манишь, тянешь. Угу. И последний совет, как себя вести, зная эту информацию. Так, родовое дерево. Оно мне как-то перевернулось, родовое дерево. Разбитое сердце. Для кого-то это прям подсказка, перевернутое родовое дерево и разбитое сердце. История о том, что если вы там строите какие-то планы, мечты по поводу союза прочного с этим мужчиной, знаете, родовое дерево, то ли он уже не свободен, и он не готов уходить из семьи, из зоны комфорта, то ли в принципе это не тот человек, который может вам дать вот эту опору, именно вот прям совместную. Может быть, детки, семья, или это будет, может быть, просто как фиктивно на бумаге, но именно то, что вы вкладываете в это понятие, вот смысл этот, он вам не даст. Может, разбитое сердце, разбитые иллюзии, ожидания, то есть где-то вам даже подсказка, совет, как себя вести. Не тратьте время, молодость, красоту, да, и шансы, надеясь на то, что этот человек вот сможет вам дать то, о чем вы прям мечтаете. Может, что-то и даст, но это будет не то. Тут карта диссонанс. Вот вы мечтаете об одном, а он вам даст другое. Как в анекдоте, извините, черный юмор. Осталось мне сказать, он даст вам другое, надеюсь, что это все лечится, да? Как муж жене говорит, нет, жена говорит, дорогая, что тебе привезти с курорта, он ей говорит, вези, дорогая, все то, что лечится, лишь бы оно лечилось, да. Так, ладно, извините, лирическое отступление, пошлое, да. Как себя вести, знаю эту информацию. Не знаю, тут вам показана наша карта диссонанс, особо не стройте планов, да, скорее живите своей жизнью, и более того, вам в ближайшее время, скорее всего, придет по карте письмо, какое-то подтверждение лишний раз, вот вам дадут подсказочку по поводу вашей закрытой дороги и манипуляций. То есть это о чем? О том, что в очередной раз вы там можете какие-то фантазии там свои выстроить, намечтать, а потом бабах, и столкнетесь с тем, что дорога закрыта. И вы скажете, а зачем он тогда вот вообще как игрался, зачем он как-то проявлял типа инициативу, причем такая инициатива может быть шаг вперед, 3 назад, да, какие-то игры такие непонятные. Вы можете потом для себя осознать, что вы всего лишь были как игрушечка в его руках, марионеточка. Человек манипулировал, ну, как игрался, девочки. Поэтому даже не знаю, что вам сказать. Скорее всего, как себя вести, жить своей прекрасной жизнью, особо не делая ставки на этого человека, и быть счастливой вне зависимости, присутствует он в вашей жизни или нет. Более того, его присутствие в вашей жизни, как вам сказать, как в долговременной перспективе, скорее всего, принесет вам разбитое сердце. Поэтому делайте выбор. Не будьте мазохисткой, да? И психологический финал, то, что человек говорит о других в их отсутствие, характеризует его самого, а не объект обсуждения, то есть не вас. Если он транслирует негатив, это лишь его попытка защититься от боли или оправдать свой уход. И психологические его слова за вашей спиной — это способ справиться с потерей контроля над вами. Если он говорит о вас с восхищением, он признает ваш масштаб, да, даже если в глаза он этого не может сказать и не скажет никогда. В любом случае, его слова — это лишь звуковые волны. А ваша репутация, девочки, в ваших руках, а не в его разговорах. Пусть говорят. Ваш караван идет своим путем, мои хорошие. Все, удачи. И да,
Не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.